Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 5 апреля, мы проводим промежуточный выпуск. И, конечно же, наши уважаемые зрители и слушатели, которые смотрят и слушают нас постоянно, прекрасно знают, что в комментариях к сегодняшнему ролику вы можете оставлять свои вопросы. Еще раз повторяю, в комментариях к этому ролику вы можете оставлять свои вопросы, на которые я отвечу уже в пятницу, 7 апреля. Итак, перед тем, как оставлять вопрос, перед тем, как оставить вопрос, извините, пишите слово «вопрос» или оставьте знак вопроса, чтобы я мог обратить внимание на то, что комментарий содержит вопрос. Нам наши уважаемые зрители и слушатели оставляют многочисленные комментарии со словами благодарности, за что мы вам безмерно благодарны. Всегда приятно читать добрые слова, всегда читаю. Большое всем спасибо. Также, если хотите оставить комментарий из как минимум 5 слов со словами благодарности, всегда будем рады. Ну и, конечно, будем рады вашим вопросам. А теперь перейдем к новостям. Итак, Лукашенко. Лукашенко летит в Москву. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь ждет больших решений или каких-то продвижений в объединении в союзном государстве? На мой взгляд, наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно знают, что Лукашенко любой визит с Путиным использует исключительно во благо себе. Я бы сказал, исключительно себе. Здесь не надо упоминать Республику Беларусь. Лукашенко ничего практически хорошего для Республики Беларусь не делает. Та диктатура, которую он установил у себя в стране, это, конечно, катастрофа для белорусов. И Лукашенко, конечно, военный преступник и, несомненно, окажется, несомненно, еще раз подчеркиваю, несомненно, окажется под международным трибуналом. Сейчас Лукашенко прилетел обнять Путина. Они любят вечером пить чай там, с какими-то бубликами. Кто с медом, кто с вареньем. Наблюдают звездное небо. Это традиционно, действительно, они так проходят вечера, когда Лукашенко или Путин остаются надолго пообщаться. Я имею в виду, Путин редко бывает у Лукашенко в гостях, а вот Лукашенко частый гость. Любит Лукашенко и в Сочи бывать, любит и в Москве. Лукашенко считает Россию своей родиной. Лукашенко, мы знаем, да, что многие люди, которые родились в Советском Союзе, считают бывший Советский Союз своей родиной. Лукашенко считает Россию неотъемлемой частью Советского Союза, правопреемницей, и считает Россию такой же своей родиной, как и Республику Беларусь. Когда-то были мысли Лукашенко стать президентом России, делал все возможное для этого. Я пытался объединить две страны именно с этой целью. Как только Путин дал понять, что не собирается делить власть Лукашенко, у Лукашенко всяческие порывы пропали по этому поводу. Больше не рвется Лукашенко в объятия Владимира Путина. Ну, в принципе, все логично. В принципе, все логично. Лукашенко дует Путина как угодно. Мы уже с вами это обсуждали миллион раз. Я думаю, что посвящать этому долгое время не стоит. Ну вот, прилетел. Прилетел, как Карлсон. То улетал, но обещал вернуться, и вот снова прилетел. Карлсон вернулся. Так, теперь давайте дальше. Путин сегодня выступил с объемной речью, в которой обвинил всех вокруг. Выступил вообще, обратите внимание, просто ангел во плоти, не иначе, не иначе. И он и готов дружить со всеми странами. И вообще ни против кого он не выступает. И исключительно против него все плетут интриги. А он готов дружить, невзирая ни на что, невзирая на всю ненависть, которую к нему испытывают и так далее, и так далее. Он готов со всеми дружить. Он, оказывается, главный миролюбец. Скоро так и мироточить начнет фотографии. Фотографии Владимира Путина начнут мироточить. Прям нереально, конечно. Но мы с вами прекрасно понимаем, к чему весь этот цирк. В
Впереди большое контрнаступление в Украине, и мы понимаем, что это контрнаступление, которое готовят украинские войска, может обернуться для Путина огромным, не просто поражением, а огромной катастрофой. Я думаю, что возможны разные исходы будущего контрнаступления. Чем более результативным оно будет, еще раз подчеркиваю, чем более результативным, тем более плачевны будут итоги для президента России Владимира Путина. Сейчас Владимир Путин пытается заискивать к странам Запада, мол, не очень-то мы войну и хотели, это вы против нас дружите, а мы с вами хотим как раз с вами хотим иметь самую, что ни на есть, любовь. Мы вас, говорит, готовы рассматривать как партнеров, причем во всех сферах. Мы ничего не прерывали, это прервали вы. Да, констатировал ухудшение положения в отношениях с США, Евросоюзом, ну, обвинил, конечно, их в этом, ну и так далее, и так далее. Также Путин сегодня вручал послам верительные грамоты и выступил, соответственно, с таким объемным заявлением. Ну, по большей части глупости, ни на что не ориентированы. Ну вот давайте еще вернемся к встрече Путина с Си Цзиньпинем. Что в этом плане интересно? Мы с вами помним прекрасные слова китайского лидера о вечной братской дружбе китайского и русского народов. Но сегодня посол Китая в Евросоюзе в преддверии визита Макрона в Китай. Макрон и Урсула фон дер Ляйен прилетают сегодня, или уже прилетели в Китай, проводят там переговоры, будут встречаться в разных форматах и, конечно, готовятся убедить Си Цзиньпиня не помогать Владимиру Путину. В этой связи еще раз подчеркиваю, посол Китая в Евросоюзе сказал, что Китай и не планирует помогать России, а слова Си Цзиньпиня о вечной дружбе народов — это просто риторическое заявление. Якобы оно даже вообще ни на что не влияет, это стоит рассматривать просто как вежливость. Только и всего. Оказывается, Си Цзиньпинь просто вежливый дядька и посещал с визитом вежливости президента России Владимира Путина, на что Путин рассчитывал, судя по всему, не очень понятно. Ну, я имею в виду, судя по словам посла Китая в Евросоюзе. Так что вот такие китайские друзья оказались. Путин надеялся с распростертыми объятиями лобызаться собирался с Си Цзиньпинем. А нет. Те договоренности, которые есть на сегодняшний день между Россией и Китаем, они, конечно, будут соблюдаться. Скорее всего, Китай тоже выполнит свои обязательства, конечно, которые на себя взял. Там не густо обязательства, и выполнить их не составит особого труда. Это не будет оценено в негативном плане международным сообществом, ну, прежде всего, США и Евросоюзом. Портить свои отношения с США и Евросоюзом Китай, конечно, не намерен. Есть соблазн решить свои внутренние проблемы, я имею в виду в Китае, путем аннексии Тайваня. Ну, я думаю, что, скорее всего, в ближайшее время не решатся. Путин показал плохой пример, показал, как вторая армия мира, да, рассыпается. Вернее всего, даже не вторая, ну, наверное, правильно будет сказать, что миф о второй армии мира рассыпается на украинских просторах, и я уверен, в свете этого Китай не будет пытаться разрушить миф о Великой Китайской армии, так как это делает со своей армией Владимир Путин, уничтожая при этом и граждан Украины, что, конечно, прискорбно, и своих граждан на территории Украины, что также прискорбно. Конечно, эта война преступна, прежде всего, и президент России Владимир Путин должен за это ответить. У меня нет никаких сомнений, что ответит, еще при жизни. Как бы он сильно не торопился уйти в мир иной, ну, либо пытался задержаться, он обязательно ответит. Так,
Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это самое главное, это искренне. Я уверен, что вы об этом знаете, мы работаем для вас. Грядут большие перемены. Не сомневайтесь, они действительно грядут. Будут это перемены в лучшую или в худшую сторону, зависит, конечно, и от нас с вами. Я вам обещаю, что мы со своей стороны приложим все силы для того, чтобы перемены были к лучшему. Мы приложим все свои силы для того, чтобы, наконец, Россия стала свободной, для того, чтобы вы, наши уважаемые зрители и слушатели, которые находятся на территории России, являются гражданами России, наконец зажили хорошо. Мы сделаем все возможное для того, чтобы прекратилась война, для того, чтобы воцарился мир, для того, чтобы хотя бы в обозримой перспективе украинцы могли простить этот идиотизм, который сейчас происходит. И мы смогли жить дальше мирно и в понимании, конечно, соблюдая все нормы и принципы гуманистических идеалов человечества. Оставляйте свои вопросы в комментариях к этому ролику. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.